Каждую секунду, пока ты слышишь эти слова, через пространство проносится свет от триллионов галактик. Древний, запоздалый, почти призрачный. Он несет в себе следы миров, которые существовали задолго до того, как Земля вообще появилась из холодной космической пыли. Ты смотришь в небо, но на самом деле смотришь в прошлое, на миллионы и миллиарды лет назад. И где-то там, среди этого бесконечного океана звезд, прямо сейчас может существовать кто-то, кто делает то же самое. Кто смотрит в темноту и пытается понять, есть ли в ней еще кто-то. Тот же самый вопрос, который преследует человечество с того момента, как первый человек поднял глаза к ночному небу. Мы одни или нет? Но вот что действительно пугает. Математика говорит нам, что жизнь должна быть повсюду. Вселенная буквально переполнена возможностями для ее возникновения. Однако, когда мы направляем наши самые мощные телескопы за пределы Млечного Пути, мы не находим ничего. Абсолютно ничего. Тишина настолько оглушительная, что некоторые ученые начинают подозревать, что мы столкнулись с чем-то гораздо более тревожным, чем просто технические ограничения наших инструментов. Сегодня мы погрузимся в 3 загадки, которые переплетаются между собой в одну грандиозную тайну. Первое – это парадокс масштаба, который заставляет нас переосмыслить все, что мы знаем о вероятности жизни во Вселенной. Вторая – это феномен так называемых галактических зон обитаемости, областей космоса, где условия могут быть либо идеальными для жизни, либо абсолютно смертельными. И третье – это пугающая гипотеза о том, что жизнь за пределами нашей галактики может существовать в формах настолько чуждых нам, что мы попросту не способны ее распознать, даже если она находится прямо перед нашими глазами. К концу этого путешествия ты узнаешь нечто, что может изменить твое представление о месте человечества во Вселенной. Нечто, что заставит тебя по-новому взглянуть на ночное небо и задуматься о том, насколько хрупким является наше существование в этом бескрайнем космосе. Если тебя завораживают тайны мироздания, подпишись на канал. Путешествие начинается прямо сейчас. Долгое время официальная наука придерживалась довольно оптимистичного взгляда на вопрос существования жизни за пределами Земли. Эта позиция основывалась на так называемом принципе заурядности, согласно которому наша планета, наша звезда и даже наша галактика не представляют собой ничего особенного. Мы – типичные обитатели типичной планеты, вращающейся вокруг типичной звезды в типичной галактике. Если жизнь возникла здесь, рассуждали ученые, то она с высокой вероятностью должна была возникнуть и в других местах Вселенной. Эта логика казалась безупречной. Млечный Путь содержит от 200 до 400 миллиардов звезд. По последним оценкам, практически у каждой из них есть хотя бы одна планета. Это означает, что только в нашей галактике существуют сотни миллиардов планетных систем. А теперь умножь это число на количество галактик в наблюдаемой Вселенной, их около 2 триллионов. Получается астрономическое число планет, исчисляемое секстиллионами. При таких масштабах, утверждала традиционная наука, было бы статистически невероятным, чтобы жизнь возникла только на Земле. Даже если шансы на зарождение жизни на отдельной планете крайне малы, скажем, 1 к миллиарду, то при наличии секстиллионов планет мы все равно должны получить триллионы миров, населенных живыми существами. Знаменитое уравнение Дрейка, предложенное в 1961 году, пыталось количественно оценить эту вероятность. Оно учитывало скорость звездообразования, долю звезд с планетами, долю планет в зоне обитаемости, вероятность возникновения жизни, вероятность развития разума и технологической цивилизации, а также среднее время существования такой цивилизации. При самых консервативных оценках уравнение все равно давало тысячи, если не миллионы, потенциально обитаемых миров только в нашей галактике. Эта оптимистичная картина оказалась настолько убедительной, что поиск внеземной жизни стал одним из приоритетных направлений современной астрономии. Были запущены грандиозные проекты вроде сети, которые десятилетиями прослушивали космос в надежде уловить сигналы от инопланетных цивилизаций. Космические телескопы, такие как Кеплер и его преемник ТЕСС, обнаружили тысячи экзопланет, некоторые из которых находились в так называемой зоне Златовласки – области вокруг звезды, где температура позволяет существовать жидкой воде. Все указывало на то, что обнаружение внеземной жизни – лишь вопрос времени. Некоторые ученые даже делали смелые прогнозы, предсказывая, что контакт произойдет в течение ближайших десятилетий. Но реальность оказалась куда более сложной и тревожной.
Чем глубже мы погружались в изучение условий, необходимых для возникновения и поддержания жизни, тем больше понимали, насколько редким и хрупким является это явление. Оптимистичные оценки начали рушиться одна за другой, под натиском новых научных данных. Первый удар по традиционной картине нанесли исследования так называемой галактической зоны обитаемости. Оказалось, что далеко не все области галактики одинаково пригодны для жизни. Центральные регионы Млечного Пути представляют собой настоящий ад. Там плотность звезд настолько высока, что планеты регулярно подвергаются воздействию мощнейших гравитационных возмущений и смертельных доз радиации от вспышек сверхновых. Внешние области галактики, напротив, слишком бедны тяжелыми элементами, необходимыми для формирования каменистых планет и сложной биохимии. Получается, что обитаемая зона галактики – это относительно узкое кольцо, расположенное примерно на том же расстоянии от центра, где находится наша Солнечная система. Это сразу же сокращает количество потенциально пригодных для жизни миров в десятки раз. Но это было только начало. Дальнейшие исследования показали, что для возникновения сложной жизни требуется невероятно специфический набор условий, который встречается гораздо реже, чем предполагалось ранее. Планета должна быть достаточно массивной, чтобы удерживать атмосферу, но не настолько массивной, чтобы превратиться в газовый гигант. Она должна иметь жидкое металлическое ядро, генерирующее магнитное поле для защиты от космической радиации. Ей нужен спутник определенного размера для стабилизации наклона оси вращения. Ее звезда должна быть достаточно стабильной на протяжении миллиардов лет. Каждое из этих условий по отдельности не кажется слишком строгим. Но когда мы начинаем умножать вероятности, картина становится совершенно иной. Шансы на то, что все необходимые факторы сойдутся вместе, оказываются ничтожно малыми. А затем появились данные, которые поставили под сомнение саму возможность обнаружения жизни за пределами Млечного Пути. Дело в том, что другие галактики отделены от нас чудовищными расстояниями. Ближайшая крупная галактика, Андромеда, находится на расстоянии примерно 2,5 миллионов световых лет. Это означает, что свет, который мы видим от нее сегодня, покинул ее звезды еще до того, как на Земле появились первые представители рода Homo. При таких расстояниях обнаружение признаков жизни становится практически невозможной задачей. Даже самые мощные телескопы не способны различить отдельные планеты в других галактиках. Мы можем наблюдать только интегральный свет от миллиардов звезд, смешанный в одно размытое пятно. Некоторые ученые предлагали искать так называемые техносигнатуры – следы деятельности высокоразвитых цивилизаций, способных модифицировать свои галактики в масштабах, заметных на межгалактических расстояниях. Теоретически, цивилизация третьего типа по шкале Кардашова, использующая энергию целой галактики, могла бы оставить заметные следы своего присутствия. Но никаких подобных следов обнаружено не было. И вот здесь мы подходим к самому тревожному аспекту проблемы. Если жизнь действительно распространена во Вселенной, если она возникала в миллионах или миллиардах мест, то почему мы не видим никаких ее признаков? Почему космос молчит? Этот вопрос, известный как парадокс Ферми, становится еще более острым, когда мы расширяем его на масштабы всей наблюдаемой Вселенной. За миллиарды лет существования Вселенной технологически развитые цивилизации имели достаточно времени, чтобы колонизировать целые галактики. Даже при скоростях, составляющих лишь малую долю скорости света, галактика размером с Млечный Путь может быть полностью освоена за несколько миллионов лет. Мгновение по космическим меркам. А если такие цивилизации существовали в других галактиках, то за миллиарды лет они могли бы распространиться по всей наблюдаемой Вселенной. Но мы не видим ничего подобного. Галактики выглядят естественно, без каких-либо признаков технологического вмешательства. Межгалактическое пространство пустынно и безмолвно. Традиционное объяснение парадокса Ферми, что цивилизации уничтожают себя или не хотят контактировать с нами, или находятся слишком далеко, становятся все менее убедительными при переходе к межгалактическим масштабам. Если даже одна цивилизация из триллионов потенциально возможных решила бы колонизировать космос, мы бы уже увидели ее следы. Некоторые исследователи начали предполагать, что ответ кроется не в поведении цивилизаций, а в самом процессе возникновения жизни. Возможно, этот процесс настолько невероятен, настолько требователен к условиям, что жизнь действительно является крайне редким явлением во Вселенной. Возможно, мы одни, или почти одни, в этом бескрайнем космосе. Эта идея, известная как гипотеза редкой Земли, получила новый импульс благодаря последним исследованиям условий в других галактиках. Оказалось, что Млечный Путь не такая уж типичная галактика, как считалось ранее.
По ряду параметров она занимает особое положение, которое делает ее необычно благоприятной для возникновения и развития жизни. Наша галактика относительно спокойна. У нее не было крупных слияний с другими галактиками за последние 10 миллиардов лет. Редкость для галактик ее размера. Такие слияния катастрофичны для жизни, так как они нарушают орбиты планет, вызывают вспышки звездообразования и наполняют галактику смертельной радиацией. Млечный Путь также находится в относительно спокойной области Вселенной, вдали от крупных скоплений галактик, где гравитационные взаимодействия и потоки горячего газа создают враждебные условия для жизни. Более того, наша галактика обладает оптимальным содержанием тяжелых элементов, достаточным для формирования каменистых планет, но не настолько высоким, чтобы порождать слишком много газовых гигантов, которые дестабилизируют планетные системы. Все эти факторы в совокупности означают, что Млечный Путь может быть одной из немногих галактик во Вселенной, где условия позволяют жизни не только возникнуть, но и развиться до сложных форм. Но реальность оказывается еще более странной и пугающей, чем любая из этих гипотез. Недавние исследования начали выявлять закономерности, которые не вписываются ни в оптимистичные, ни в пессимистичные сценарии. Появляются данные, указывающие на то, что Вселенная может быть устроена принципиально иначе, чем мы предполагали. Что условия для жизни распределены по ней крайне неравномерно, с огромными пустынными регионами и редкими оазисами обитаемости. Что сам характер галактической эволюции определяет, какие области космоса могут породить жизнь, а какие останутся навечно мертвыми. И что самое тревожное, появляются основания полагать, что даже там, где жизнь могла возникнуть, она может существовать в формах настолько отличных от всего, что мы знаем, что наши методы поиска попросту не способны ее обнаружить. Мы находимся на пороге революции в понимании места жизни во Вселенной. То, что казалось простым вопросом статистики, оборачивается глубочайшей загадкой, затрагивающей саму природу реальности. Но реальность оказывается гораздо более темной и странной, чем мы могли себе представить. Когда ученые начали детально анализировать условия в других галактиках, они столкнулись с картиной, которая заставила многих пересмотреть свои взгляды на распространенность жизни во Вселенной. Оказалось, что подавляющее большинство галактик представляют собой крайне враждебную среду для любых известных нам форм жизни. Начнем с эллиптических галактик, которые составляют значительную долю всех галактик во Вселенной. Эти гигантские скопления старых звезд практически лишены газа и пыли, необходимых для формирования новых планетных систем. Звездное население в них древнее и бедно тяжелыми элементами, из которых строятся каменистые планеты. Более того, центральные области эллиптических галактик часто содержат активные сверхмассивные черные дыры, выбрасывающие смертоносные струи релятивистских частиц на тысячи световых лет. Карликовые галактики, которых во Вселенной подавляющее большинство, страдают от противоположной проблемы. Они слишком малы, чтобы удерживать газ, выброшенный при взрывах сверхновых. Это означает, что процесс обогащения межзвездной среды тяжелыми элементами протекает в них крайне медленно и неэффективно. Каменистые планеты в таких галактиках – редкость. Неправильные галактики, лишенные четкой структуры, представляют собой хаотичную среду с постоянными гравитационными возмущениями. Планетные орбиты в них нестабильны, а условия для долговременного существования жизни практически отсутствуют. Даже среди спиральных галактик, к которым принадлежит наш Млечный Путь, условия сильно варьируются. Многие из них проходят через фазы бурного звездообразования, сопровождающиеся волнами сверхновых, которые стерилизуют огромные области космоса. Другие испытывают гравитационные взаимодействия с соседними галактиками, разрушающие их структуру. И все это заставляет задуматься о том, насколько исключительным является наше существование. Насколько узким является окно возможностей для возникновения разумной жизни. И какие силы во Вселенной определяют, где это окно открывается, а где остается навечно закрытым. Мы только начинаем понимать истинные масштабы проблемы. И чем глубже мы погружаемся в эту тему, тем более странной и пугающей становится картина. Чтобы понять истинные масштабы проблемы поиска жизни за пределами нашей галактики, необходимо сначала разобраться в том, что именно мы ищем и с какими препятствиями сталкиваемся. Это не просто технический вопрос, это глубокая научная загадка, которая заставляет нас переосмыслить само понятие жизни и условия ее существования. Начнем с фундаментального физического явления, которое определяет все наши возможности в изучении далеких галактик, с природы электромагнитного излучения и тех ограничений, которые оно накладывает на наблюдение. Свет, который мы получаем от других галактик, несет в себе колоссальное количество информации.
В его спектре закодированы данные о химическом составе звезд, температуре и плотности газовых облаков, скорости движения галактик и многих других параметрах. Но эта информация приходит к нам с чудовищным запаздыванием и неизбежными искажениями. Галактика Андромеды, ближайший крупный наш сосед, находится на расстоянии около 2,5 миллионов световых лет. Это означает, что свет, который мы видим от нее сегодня, отправился в путь примерно тогда, когда на Земле появились первые представители рода Homo. Мы наблюдаем не современное состояние этой галактики, а ее далекое прошлое. Для более удаленных галактик это запаздывание становится еще более драматичным. Галактики в скоплении Девы, расположенном примерно в 50 миллионах световых лет от нас, предстают перед нами такими, какими они были в эпоху динозавров. Галактики в скоплении Кома, удаленном на 300 миллионов световых лет, показывают нам каменноугольный период в истории Земли. А самые далекие галактики, которые мы можем наблюдать, находятся на расстояниях в миллиарды световых лет, и мы видим их такими, какими они были, когда жизнь на Земле еще не существовала. Это создает парадоксальную ситуацию для поиска внеземной жизни. Даже если в какой-то далекой галактике прямо сейчас существует развитая цивилизация, мы физически не можем узнать об этом. Информация о ее существовании еще не достигла нас и достигнет только через миллионы или миллиарды лет, если вообще когда-либо достигнет. Но проблема не ограничивается только временным запаздыванием. Расстояние между галактиками создает еще одно фундаментальное ограничение – потерю детализации. Представь себе, что ты пытаешься рассмотреть муравья на горе, находящейся в сотне километров от тебя. Даже самый мощный бинокль не поможет. Атмосферное рассеяние и дифракция света сделают это невозможным. Нечто подобное происходит и при наблюдении далеких галактик. Когда мы направляем телескопы на Андромеду, мы можем различить отдельные звезды в ее внешних областях, благодаря тому, что там звездная плотность относительно низка. Но увидеть отдельные планеты – это абсолютно невозможно при современном уровне технологий. Планета размером с Землю на расстоянии Андромеды имела бы угловой размер около 1 миллиардной доли угловой секунды. Для сравнения, лучшее разрешение космического телескопа Хаббл составляет около 50 миллисекунд дуги, примерно в 50 миллионов раз хуже необходимого. Даже будущие гигантские телескопы, такие как чрезвычайно большой телескоп Европейской Южной обсерватории с зеркалом диаметром 39 метров, не смогут преодолеть этот барьер. Физические законы оптики устанавливают жесткие пределы того, что можно увидеть на определенном расстоянии. Это означает, что прямое обнаружение планет в других галактиках не просто технически сложная задача, которую можно решить с помощью более совершенных инструментов. Это фундаментально невозможная задача при использовании традиционных методов наблюдения. Но ученые не сдаются. Они разработали ряд косвенных методов, которые теоретически могли бы дать информацию о наличии жизни в других галактиках. Пусть и не на уровне отдельных планет. Один из таких методов – спектроскопический анализ интегрального света галактик. Каждый химический элемент и каждая молекула оставляют характерный отпечаток в спектре света – набор линий поглощения или излучения на определенных длинах волн. Анализируя эти линии, можно определить химический состав далеких объектов. Теоретически, если бы в какой-то галактике жизнь была настолько распространена, что изменяла химический состав атмосфер значительной доли планет, это могло бы проявиться в интегральном спектре галактики. Например, массовое присутствие кислорода в атмосферах планет, признак фотосинтезирующей жизни, могло бы дать характерную спектральную подпись. Однако практическая реализация этого метода наталкивается на серьезные препятствия. Свет от планет ничтожно мал по сравнению со светом их родительских звезд. Разница составляет миллиарды раз. Суммарный вклад планетных атмосфер в интегральный спектр галактики оказывается настолько мизерным, что его невозможно выделить на фоне шумов и других спектральных особенностей. Другой подход связан с поиском так называемых техносигнатур – признаков деятельности технологически развитых цивилизаций. Если в какой-то галактике существует цивилизация, достигшая достаточно высокого уровня развития, она могла бы оставить заметные следы своего присутствия. Классический пример – сферы Дайсона. Это гипотетические мегаструктуры, представляющие собой рой спутников, окружающих звезду и собирающих ее энергию. Такая структура поглощала бы видимый свет звезды и переизлучала бы его в инфракрасном диапазоне. Если бы цивилизация построила сферы Дайсона вокруг значительной части звезд в своей галактике, это изменило бы соотношение видимого и инфракрасного излучения всей галактики.
Ученые уже провели масштабные обзоры галактик в поисках таких аномалий. В 2015 году группа исследователей проанализировала данные космического телескопа WISE по 100 тысячам галактик, выискивая объекты с аномально высоким инфракрасным излучением. Результаты оказались обескураживающими. Ни одна галактика не показала признаков масштабного использования звездной энергии инопланетными цивилизациями. Еще более масштабное исследование, проведенное в 2020 году, охватило миллионы галактик. Результат был тем же. Никаких следов цивилизаций третьего типа, способных использовать энергию целой галактики, обнаружено не было. Это отсутствие результатов само по себе является важным научным данным. Оно накладывает ограничения на распространенность высокоразвитых цивилизаций во Вселенной. По самым консервативным оценкам, не более одной галактики из миллиона может содержать цивилизацию, освоившую значительную часть энергетических ресурсов своей звездной системы. Но можем ли мы доверять этим выводам? Здесь мы сталкиваемся с глубокой эпистемологической проблемой антропоцентризма в наших поисках. Все наши методы обнаружения внеземной жизни основаны на предположениях о том, какой эта жизнь должна быть. Мы ищем химические признаки, похожие на земные биосферы. Мы ищем технологические следы, которые оставила бы цивилизация, развивающаяся по пути, сходному с нашим. Но что, если эти предположения в корне неверны? Жизнь на Земле основана на углеродной химии и воде как растворителе. Это определяется условиями, в которых зародилась наша биосфера. Но физика и химия допускают существование совершенно иных форм организации материи, которые могли бы рассматриваться как живые. Рассмотрим, например, возможность жизни на основе кремния вместо углерода. Кремний находится в той же группе периодической таблицы, что и углерод, и способен образовывать сложные молекулярные структуры. При низких температурах и в присутствии определенных растворителей, отличных от воды, кремниевая биохимия теоретически возможна. Еще более экзотическая возможность – плазменная жизнь. В 2007 году физики из Румынии продемонстрировали, что в определенных условиях плазма может самоорганизовываться в структуры, обладающие некоторыми признаками живых систем, способностью к росту, воспроизводству и обмену информацией. Если подобные структуры могут существовать в атмосферах звезд или в межзвездной среде, мы бы не имели ни малейшего понятия, как их обнаружить. Еще одна гипотетическая форма жизни связана с нейтронными звездами. Поверхность нейтронной звезды – это экстремальная среда с плотностью в триллионы раз превышающей плотность обычного вещества и магнитными полями невообразимой силы. Некоторые теоретики предполагают, что в таких условиях могли бы существовать формы организации материи, которые мы бы признали живыми, если бы могли их понять. Эти гипотетические существа жили бы в совершенно ином масштабе времени. События, занимающие у нас годы, для них промелькнули бы за микросекунды. Все эти рассуждения могут показаться чистой спекуляцией, оторванной от реальной науки. Но они поднимают важный методологический вопрос. Насколько полны и объективны наши поиски внеземной жизни? Не упускаем ли мы из виду целые категории возможностей просто потому, что не можем их себе представить? Вернемся к более конкретным научным данным о условиях для жизни в других галактиках. Одним из ключевых параметров, определяющих потенциальную обитаемость галактики, является ее металличность, содержание элементов тяжелее водорода и гелия. Эти элементы, которые астрономы традиционно называют металлами, независимо от их реальной химической природы, образуются в недрах звезд и при взрывах сверхновых. Они необходимы для формирования каменистых планет и для сложной биохимии. Металличность галактик сильно варьируется и зависит от их массы, возраста и истории звездообразования. Крупные спиральные галактики, подобные Млечному Пути, обычно имеют высокую металличность, особенно в центральных областях. Карликовые галактики и внешние регионы крупных галактик, напротив, часто бедны металлами. Исследования показывают, что для формирования планет земного типа требуется металличность не ниже определенного порогового значения. Этот порог соответствует примерно половине солнечной металличности. Галактики и области галактик с более низкой металличностью просто не могут произвести достаточное количество каменистых планет. Если применить этот критерий к галактикам во Вселенной, картина получается довольно мрачной. Подавляющее большинство карликовых галактик не достигает необходимого порога металличности. Многие области даже крупных галактик также выпадают из зоны потенциальной обитаемости. Еще один критический фактор – история слияний галактики. Галактики не являются изолированными объектами. Они постоянно взаимодействуют друг с другом, сталкиваются и сливаются.
Эти события оказывают катастрофическое воздействие на любую жизнь, которая могла бы существовать в затронутых областях. При слиянии галактик происходит несколько разрушительных процессов. Гравитационные возмущения нарушают орбиты звезд и планет, выбрасывая многие из них в межгалактическое пространство или направляя к центральным областям, где условия несовместимы с жизнью. Столкновения газовых облаков запускают волны бурного звездообразования, сопровождающиеся многочисленными взрывами сверхновых. Центральные сверхмассивные черные дыры сливающихся галактик становятся активными, выбрасывая мощные джеты и облучая окружающее пространство смертельной радиацией. Наш Млечный Путь пережил несколько малых слияний за свою историю, но крупных катастрофических событий избежал. Это еще одна причина, по которой наша галактика может быть необычно благоприятной для жизни. Моделирование показывает, что типичная крупная галактика переживает 1-2 крупных слияния за время существования Вселенной. Каждое такое слияние потенциально стерилизует значительную часть галактики, отбрасывая развитие жизни на миллиарды лет назад, или уничтожая ее полностью. Это подводит нас к концепции галактической археологии обитаемости. Попытки реконструировать историю условий для жизни в галактиках на основе наблюдаемых следов их эволюции. Изучая морфологию галактик, распределение возрастов звезд, химический состав и признаки прошлых слияний, ученые пытаются определить, какие галактики имели относительно спокойную историю, благоприятную для развития жизни, а какие прошли через слишком много катаклизмов. Результаты этого анализа неутешительны. Спокойная эволюция, подобная той, что пережил Млечный Путь, оказывается скорее исключением, чем правилом. Большинство галактик сопоставимого размера имеют более бурную историю. Еще одно измерение проблемы связано с временем. Жизни требуется время для возникновения и развития. На Земле первые живые организмы появились примерно через 500 миллионов лет после формирования планеты. Но для возникновения многоклеточной жизни потребовалось еще 3 с лишним миллиарда лет. Разумная жизнь появилась еще позже, всего несколько миллионов лет назад, что составляет менее 1/1000 возраста Земли. Эти временные масштабы накладывают дополнительные ограничения на распространенность жизни во Вселенной. Галактики должны были не только обеспечить подходящие условия, но и сохранять их достаточно долго. В ранней Вселенной, когда галактики только формировались, условия были крайне неблагоприятными. Высокая скорость звездообразования означала частые вспышки сверхновых. Низкая металличность препятствовала образованию каменистых планет. Частые слияния протогалактик создавали хаотичную среду. По различным оценкам, Вселенная стала достаточно зрелой для возникновения сложной жизни примерно 5-6 миллиардов лет назад. Это означает, что у жизни было не 13 с лишним миллиардов лет для развития, как может показаться на первый взгляд, а гораздо меньше. Примерно столько же, сколько существует жизнь на Земле. Это совпадение не случайно. Оно указывает на то, что мы можем быть одной из первых разумных цивилизаций во Вселенной. Не потому, что жизнь редка, а просто потому, что у нее еще не было достаточно времени, чтобы развиться в большом количестве мест. Эта идея имеет глубокие следствия для понимания нашего места в космосе. Возможно, мы не являемся типичными представителями галактического сообщества разумных существ. Возможно, мы – пионеры. Одни из первых, кто достиг уровня развития, позволяющего задуматься о своем месте во Вселенной. Но даже если это так, вопрос о существовании жизни в других галактиках остается открытым. Даже при всех ограничениях, которые мы рассмотрели, число потенциально обитаемых миров остается колоссальным. Если хотя бы одна планета из миллионов в потенциально обитаемой зоне галактики действительно породила жизнь, то во Вселенной существуют миллиарды обитаемых миров. Проблема в том, что мы пока не имеем надежных способов их обнаружить. Наука находится на границе своих возможностей. Мы можем строить статистические модели и делать теоретические предсказания, но прямое наблюдательное подтверждение остается недостижимым. И здесь наука вынуждена признать свои ограничения. Мы не знаем, насколько распространена жизнь во Вселенной. Мы не знаем, существует ли она за пределами нашей галактики. Мы даже не знаем наверняка, существует ли она где-либо, кроме Земли. Эта неопределенность не признак слабости науки, а отражение глубины загадки, с которой мы столкнулись. Вопрос о жизни во Вселенной касается самых фундаментальных аспектов реальности – природы жизни, условий ее возникновения, закономерностей космической эволюции. Ответ на него, когда он будет получен, изменит наше понимание мира не меньше, чем революции Коперника или Дарвина. А пока мы можем только вглядываться в далекие галактики, зная, что где-то там, возможно, кто-то вглядывается обратно.
Когда мы переходим от общей картины к конкретным примерам, загадка жизни за пределами Млечного Пути обретает еще более острые очертания. Давай рассмотрим несколько галактик, которые ученые изучали особенно пристально в контексте поиска потенциально обитаемых миров. Начнем с нашего ближайшего крупного соседа – галактики Андромеды, известной также под каталожным номером М31. Это спиральная галактика, которую можно увидеть невооруженным глазом в ясную ночь. Содержит около триллиона звезд. Примерно в 2-3 раза больше, чем Млечный Путь. На первый взгляд, это делает ее отличным кандидатом для поиска внеземной жизни. Больше звезд означает больше планет и больше шансов. Однако при более детальном рассмотрении картина оказывается не столь радужной. Андромеда пережила гораздо более бурную историю слияний, чем наша галактика. Следы этих событий видны в ее структуре. Характерные звездные потоки и кольца, образовавшиеся при поглощении карликовых галактик-спутников. Каждое такое слияние нарушало орбиты звезд и планет в затронутых областях. Более того, центральная область Андромеды содержит сверхмассивную черную дыру, которая примерно в 10 раз массивнее той, что находится в центре Млечного Пути. Зона влияния этой черной дыры, где условия несовместимы с жизнью из-за экстремальной радиации и гравитационных возмущений, соответственно, больше. Спектральный анализ звездного населения Андромеды показывает, что ее химический состав существенно отличается от Млечного Пути. Средняя металличность выше, что, с одной стороны, благоприятно для формирования каменистых планет, но с другой – может приводить к образованию слишком большого количества газовых гигантов, дестабилизирующих планетные системы. Ученые смоделировали, как выглядела бы галактическая зона обитаемости в Андромеде. Результаты показывают, что эта зона занимает меньшую долю объема галактики, чем аналогичная зона в Млечном Пути. Кроме того, она расположена несколько дальше от центра Ниды и имеет меньшую ширину. Впрочем, даже с учетом этих ограничений, количество потенциально обитаемых звездных систем в Андромеде исчисляется миллиардами. Проблема не в отсутствии кандидатов, а в невозможности их проверить. Другой интересный объект – Большое Магелланово облако, карликовая галактика-спутник Млечного Пути, расположенная примерно в 160 тысячах световых лет от нас. Это одна из немногих галактик, помимо нашей собственной, где мы можем различить отдельные звезды и даже изучать их свойства. Большое Магелланово облако имеет массу примерно в 10 раз меньше Млечного Пути и содержит около 30 миллиардов звезд. Его металличность составляет примерно половину солнечной, на нижней границе того, что необходимо для формирования каменистых планет. Это означает, что потенциально обитаемых миров там значительно меньше, чем можно было бы ожидать, исходя из общего числа звезд. Интересно, что в Большом Магеллановом облаке наблюдается очень активное звездообразование. Там находится область 30 Дорадус, самая яркая туманность в локальной группе галактик, где рождаются тысячи новых звезд. Это создает парадоксальную ситуацию. С одной стороны формируются новые планетные системы, с другой – интенсивное звездообразование сопровождается частыми вспышками сверхновых, стерилизующими окружающее пространство. В 1987 году в Большом Магеллановом облаке произошло событие, напрямую связанное с вопросом о внегалактической жизни – взрыв сверхновой, обозначенный как СН 1987. Это была первая сверхновая, видимая невооруженным глазом с 1604 года. Ее изучение дало бесценную информацию о процессах звездной смерти и их влиянии на окружающую среду. Взрыв СН 1987 высвободил энергию, эквивалентную излучению целой галактики в течение нескольких недель. Смертельная радиация распространилась на десятки световых лет вокруг места взрыва. Любая жизнь на планетах в этой зоне была бы мгновенно уничтожена. Но это лишь один взрыв. В активных областях звездообразования подобные события происходят регулярно, создавая сеть перекрывающихся зон стерилизации. Планеты в таких регионах могут существовать, но жизнь на них вряд ли имеет шанс развиться до сложных форм. Теперь рассмотрим галактику совершенно другого типа – М87, гигантскую эллиптическую галактику в центре скопления Девы. М87 содержит несколько триллионов звезд, в десятки раз больше, чем Млечный Путь. На первый взгляд, это должно означать огромное количество потенциально обитаемых миров. Однако М87 представляет собой радикально иную среду. Звездное население этой галактики преимущественно старое. Большинство звезд сформировалось более 10 миллиардов лет назад, когда Вселенная была еще молода и бедна тяжелыми элементами. Каменистых планет в таких древних системах должно быть крайне мало.
Кроме того, в центре М87 находится одна из самых массивных известных черных дыр. Ее масса составляет около 6,5 миллиардов солнечных масс. Это примерно в 1500 раз больше, чем черная дыра в центре Млечного Пути. Эта черная дыра активна и выбрасывает мощный релятивистский джет – струю заряженных частиц, движущихся почти со скоростью света и простирающуюся на тысячи световых лет. Именно этот джет впервые позволил получить изображение тени черной дыры, знаменитую фотографию, опубликованную в 2019 году телескопом горизонта событий. Но для вопроса о жизни джет имеет совершенно иное значение. Он создает зону абсолютной стерилизации, охватывающую центральные области галактики. Любые планеты, оказавшиеся на пути джета, подвергаются потоку смертельной радиации. Исследования показывают, что подобные активные галактические ядра могут влиять на условия обитаемости в масштабах целой галактики. Периодические вспышки активности центральной черной дыры способны стерилизовать значительные области космоса, отбрасывая развитие жизни на миллиарды лет назад. М87 пережила множество таких вспышек за свою долгую историю. Следы прошлой активности видны в форме гигантских пузырей горячего газа, окружающих галактику. Каждый такой пузырь – свидетельство мощнейшего выброса энергии из центральной черной дыры. Переход к галактикам с активными ядрами открывает еще более мрачную главу в истории поиска внегалактической жизни. Квазары – самые яркие объекты во Вселенной, представляют собой галактики с чрезвычайно активными центральными черными дырами. Их яркость может в 1000 раз превышать яркость всех звезд галактики, вместе взятых. Энергия квазара исходит из аккреционного диска, раскаленного диска материи, падающей на черную дыру. Температура этого диска достигает миллионов градусов, и он излучает интенсивные потоки рентгеновского и гамма-излучения. Это излучение проникает на тысячи и даже десятки тысяч световых лет от центра галактики, делая огромные области непригодными для жизни. В ранней Вселенной квазары были гораздо более распространены, чем сегодня. Это означает, что многие галактики прошли через фазу квазарной активности, во время которой условия для жизни в них были практически исключены. Млечный Путь также мог переживать периоды активности своего центрального черного дыра в прошлом. Об этом свидетельствуют так называемые пузыри Ферми. Гигантские структуры из горячего газа, простирающиеся на 50 тысяч световых лет выше и ниже плоскости нашей галактики. Эти пузыри, вероятно, являются следами мощных выбросов энергии, произошедших несколько миллионов лет назад. Если бы подобная вспышка повторилась сегодня, последствия для жизни на Земле могли бы быть катастрофическими. К счастью, центральная черная дыра Млечного Пути в настоящее время относительно спокойна. Но так было не всегда. И так не будет вечно. Это подводит нас к теме космических катаклизмов и их влияния на распространенность жизни во Вселенной. Взрывы сверхновых, о которых мы уже упоминали, являются лишь одной из многих угроз для жизни в космическом масштабе. Существуют и более редкие, но несравненно более разрушительные явления. Гамма-всплески – это кратковременные вспышки гамма-излучения, являющиеся самыми мощными взрывами во Вселенной после Большого взрыва. За несколько секунд гамма-всплеск может высвободить больше энергии, чем Солнце произведет за все время своего существования. Если бы такой всплеск произошел в нашей галактике и был направлен в сторону Земли, он мог бы уничтожить озоновый слой и вызвать массовое вымирание. Гамма-всплески происходят при слиянии нейтронных звезд или при коллапсе особо массивных звезд. В нашей галактике подобные события случаются редко. Но во Вселенной в целом они наблюдаются практически ежедневно. Каждый такой всплеск потенциально стерилизует обширную область космоса в направлении своего луча. Статистические расчеты показывают, что типичная планета в типичной галактике подвергается воздействию близкого гамма-всплеска примерно раз в несколько сотен миллионов лет. Это достаточно часто, чтобы создавать серьезные проблемы для развития сложной жизни. Каждое такое событие отбрасывает биосферу на более ранние стадии развития или уничтожает ее полностью. Интересно, что некоторые области Вселенной подвержены гамма-всплескам значительно больше, чем другие. Карликовые галактики с низкой металличностью производят непропорционально много длинных гамма-всплесков самого разрушительного типа. Это еще один фактор, делающий такие галактики неблагоприятными для развития жизни. Еще один класс космических катаклизмов связан со столкновениями галактик. Мы уже затрагивали эту тему, но давай рассмотрим конкретный пример. Галактики-антенны в созвездии Ворона представляют собой пару сталкивающихся галактик, находящихся на расстоянии около 45 миллионов световых лет от нас.
Это слияние началось примерно 300 миллионов лет назад и продлится еще несколько сотен миллионов лет. На изображениях галактик антенны видны характерные приливные хвосты, вытянутые структуры из звезд и газа, выброшенных гравитационными взаимодействиями. Эти хвосты простираются на сотни тысяч световых лет, и звезды в них лишены своих первоначальных планетных систем. В центральных областях сталкивающихся галактик наблюдается интенсивнейшее звездообразование. Столкновение газовых облаков запускает каскады рождения новых звезд и соответствующих взрывов сверхновых. Радиационная обстановка там несовместима с любыми известными формами жизни. Подобная участь ожидает и нашу галактику. Примерно через 4,5 миллиарда лет Млечный Путь столкнется с галактикой Андромеды. Это столкновение радикально изменит условия в обеих галактиках. Многие звездные системы будут выброшены в межгалактическое пространство. Другие будут направлены к центру объединенной галактики, где условия для жизни невозможны. Вспышка звездообразования, сопровождающая слияние, создаст волны сверхновых, стерилизующих обширные области. Впрочем, к этому времени Земля, вероятно, уже будет необитаема по другим причинам. Через 1–1,5 миллиарда Солнце станет достаточно ярким, чтобы испарить земные океаны. А еще через несколько миллиардов лет оно расширится в красного гиганта и поглотит внутренние планеты. Еще более экстремальные условия существуют в центрах галактических скоплений. Скопление Девы, например, содержит более 1000 галактик, сосредоточенных в относительно небольшой области пространства. Галактики там постоянно взаимодействуют друг с другом, обмениваются звездами и газом, и центральные области скопления заполнены горячим межгалактическим газом с температурой в десятки миллионов градусов. Для жизни в таких условиях практически нет места. Постоянные гравитационные возмущения не дают планетным системам стабильно существовать достаточно долго для развития сложных организмов. Горячий межгалактический газ излучает мощные рентгеновские лучи, проникающие сквозь атмосферы планет. Столкновение и слияние галактик происходят регулярно, обнуляя любой прогресс эволюции. Это приводит нас к неутешительному выводу. Значительная часть Вселенной представляет собой крайне враждебную среду для жизни. Оазисы относительного спокойствия, подобные тому, в котором находится наша Солнечная система, могут быть редким исключением, а не правилом. Но есть еще одно измерение проблемы, которое делает картину еще более сложной. Это вопрос о том, какой эффект оказывают все эти катаклизмы на долгосрочную эволюцию жизни. Некоторые ученые предполагают, что периодические катастрофы могут быть не только препятствием для жизни, но и ее стимулом. Массовые вымирания расчищают экологические ниши и открывают возможности для эволюционных экспериментов. Без гибели динозавров, вызванной падением астероида, млекопитающие. И, в конечном счете, мы никогда бы не достигли своего нынешнего положения. Эта идея получила развитие в концепции галактического отбора. Согласно ей, галактики проходят своеобразную эволюцию, в ходе которой условия для жизни постепенно улучшаются или ухудшаются. Галактики с умеренным уровнем катаклизмов могут создавать идеальный баланс между стабильностью и динамикой, необходимой для появления разумной жизни. Слишком спокойные галактики могут не обеспечивать достаточного давления для эволюционного развития. Слишком бурные уничтожают жизнь быстрее, чем она успевает развиться. Если эта концепция верна, то Млечный Путь может представлять собой редкий пример галактики, находящейся в оптимальной точке этого спектра. Достаточно спокойной для устойчивого существования жизни, но достаточно динамичной для ее развития. Это возвращает нас к тревожному вопросу, поставленному в начале. Почему мы не обнаруживаем признаков жизни в других галактиках? Возможно, жизнь там существует, но условия для развития разумных существ настолько редки, что мы, считай, одна из первых и немногих цивилизаций во всей наблюдаемой Вселенной. Или, возможно, жизнь существует повсюду, но в формах настолько отличных от нашей, что мы не способны ее распознать. Эта мысль приводит нас к следующему этапу нашего путешествия, к вопросу о том, как могла бы выглядеть внегалактическая жизнь и почему мы можем быть слепы к ее присутствию. Но Вселенная не просто холодна и безразлична, она активно враждебна. Каждую секунду в каждом уголке космоса происходят события такой разрушительной силы, что человеческий разум отказывается их воспринимать. И именно эти события определяют, может ли жизнь вообще существовать за пределами нашей галактики. Потому что одно дело – найти подходящую планету с нужной температурой и водой. Совсем другое – защитить эту планету от катаклизмов, которые способны стерилизовать целые звездные системы за доли секунды. Начнем с самого очевидного – сверхновые звезды. Когда массивная звезда исчерпывает свое ядерное топливо, происходит коллапс. Ядро схлопывается под собственной гравитацией, а внешние слои выбрасываются в космос со скоростью до 50 тысяч километров в секунду.
За несколько недель одна умирающая звезда излучает больше энергии, чем наше Солнце произведет за все время своего существования. Мы говорим о выбросе порядка 10 в 43 степени джоулей. Это число настолько огромно, что не имеет аналогов в повседневном опыте. Представьте себе это иначе. Если бы вся энергия, которую человечество использовало за всю свою историю, от первого костра до современных атомных электростанций, была сложена вместе, это составило бы лишь крошечную долю энергии одной сверхновой. Менее 1 триллионной доли. И такие взрывы происходят постоянно. В нашей галактике примерно 2-3 сверхновые в столетие. Но в масштабах всей наблюдаемой Вселенной каждую секунду взрывается около 30 звезд. Прямо сейчас, пока вы слушаете эти слова, где-то в глубинах космоса звезда прекращает свое существование в ослепительной вспышке. Почему это важно для поиска жизни? Потому что сверхновая – это не просто красивое астрономическое явление. Это волна смерти, распространяющаяся на десятки световых лет во все стороны. Гамма-излучение и рентгеновские лучи движутся со скоростью света, опережая любое предупреждение. Потоки заряженных частиц следуют за ними. Если обитаемая планета находится в радиусе примерно 50 световых лет от сверхновой, последствия могут быть катастрофическими. В 1954 году палеонтологи обнаружили странную закономерность. Массовые вымирания на Земле происходили с подозрительной периодичностью, примерно каждые 26 миллионов лет. Позднее астрофизики предложили объяснение. Солнечная система движется через галактику не по прямой линии. Она совершает волнообразные колебания, периодически проходя через более плотные области, где выше концентрация массивных звезд. А значит, выше вероятность оказаться рядом со сверхновой. Но это только начало. Сверхновые – это, если угодно, рядовые события космической катастрофы. Есть нечто гораздо более страшное – гамма-всплески. В 1967 году американские спутники серии Вела, предназначенные для обнаружения советских ядерных испытаний, зафиксировали странные сигналы. Мощные вспышки гамма-излучения приходили из космоса. Сначала их засекретили, полагая, что это какая-то аномалия. Но вспышки повторялись. И когда данные наконец рассекретили в 1973 году, астрономический мир был потрясен. Никто не понимал, что может генерировать такие чудовищные выбросы энергии. Прошло еще 30 лет, прежде чем мы начали понимать природу гамма-всплесков. Оказалось, что существует два типа. Короткие, длящиеся менее 2 секунд, возникают при слиянии нейтронных звезд. Длинные, от нескольких секунд до нескольких минут, связаны с особым типом сверхновых, когда ядро коллапсирующей звезды превращается в черную дыру. Энергия типичного гамма-всплеска поражает воображение. За несколько секунд высвобождается столько энергии, сколько Солнце излучит за 10 миллиардов лет своего существования. Но есть важная деталь. Эта энергия не распространяется равномерно во все стороны. Она сконцентрирована в узких пучках, вырывающихся из полюсов коллапсирующей звезды. Это как прожектор смерти, бьющий через всю Вселенную. 9 декабря 2021 года спутники зарегистрировали самый яркий гамма-всплеск за всю историю наблюдений. Его назвали GRB 221-209A. Вспышка была настолько интенсивной, что временно ослепила детекторы на нескольких космических аппаратах. Источник находился примерно в 2 миллиардах световых лет от Земли, и все равно его излучение на мгновение ионизировало верхние слои земной атмосферы. Подумайте об этом. Событие, произошедшее 2 миллиарда лет назад, на расстоянии, которое свет преодолевал все это время, это событие все еще было достаточно мощным, чтобы изменить химический состав нашей атмосферы. Пусть ненадолго, пусть незначительно, но факт остается фактом. Теперь представьте, что такой гамма-всплеск произошел не в миллиардах световых лет, а в нескольких тысячах. Или нескольких сотнях. Последствия были бы совершенно иными. Исследования показывают, что гамма-всплеск на расстоянии менее 6000 световых лет от Земли мог бы уничтожить озоновый слой нашей планеты. Не повредить, уничтожить полностью. Ультрафиолетовое излучение Солнца, которое сейчас в основном поглощается озоном, обрушилось бы на поверхность в полную силу. Фотосинтез в океанах прекратился бы почти мгновенно. Фитопланктон, основа морской пищевой цепи, погиб бы. За ним последовали бы все остальные. Некоторые ученые связывают ордовикско-силурийское вымирание, произошедшее около 445 миллионов лет назад, именно с гамма-всплеском. Это было второе по масштабам вымирание в истории Земли.
Погибло около 85% морских видов. Прямых доказательств нет. Их и не может быть. Излучение не оставляет ископаемых следов. Но косвенные признаки – резкое изменение климата, характер вымирания – согласуются с этой гипотезой. И вот что действительно пугает. Гамма-всплески происходят случайно. Их невозможно предсказать, их невозможно предотвратить. И если луч смерти направлен в нашу сторону, мы не узнаем об этом заранее. Гамма-излучение движется со скоростью света. Оно придет одновременно с новостью о своем существовании. Но давайте вернемся к нашей главной теме – жизни за пределами Млечного Пути. Как гамма-всплески влияют на вероятность ее существования? В 2014 году группа астрофизиков опубликовала исследование, которое должно было бы вызвать больший резонанс. Они подсчитали частоту гамма-всплесков в разных типах галактик и оценили, какая доля потенциально обитаемых планет может быть стерилизована за время, достаточное для развития сложной жизни. Результаты оказались неутешительными. В маленьких галактиках, тех, что составляют подавляющее большинство галактик во Вселенной, жизнь практически невозможна. Высокая концентрация массивных звезд и частые гамма-всплески превращают их в зоны постоянного космического облучения. Планета просто не успеет эволюционировать достаточно долго, прежде чем очередная волна излучения обнулит все достижения. Крупные галактики более благоприятны, но с оговорками. Центральные области слишком опасны. Плотность звезд там настолько высока, что сверхновые и гамма-всплески происходят слишком часто. Внешние области слишком бедны тяжелыми элементами, необходимыми для формирования скалистых планет. Остается узкая зона, галактическая обитаемая зона, где условия более-менее сбалансированы. Солнечная система находится примерно в такой зоне. Это не случайность. Это условия нашего существования. Но есть еще один фактор, о котором мы пока не говорили. Столкновение галактик. Мы привыкли думать о галактиках как о чем-то стабильном и неизменном. Но это иллюзия, порожденная краткостью человеческой жизни. Галактики постоянно взаимодействуют друг с другом. Они притягиваются, сближаются, проходят друг сквозь друга, сливаются. И каждое такое взаимодействие – это катаклизм космического масштаба. Когда две галактики сталкиваются, отдельные звезды практически никогда не сталкиваются между собой. Расстояния между ними слишком велики, но гравитационное взаимодействие перетасовывает их орбиты. Газовые облака сжимаются, начинается взрывное звездообразование, рождаются тысячи массивных звезд, которые быстро проживут свои короткие жизни и взорвутся как сверхновые. Частота гамма-всплесков резко возрастает. Галактика Андромеды приближается к нам со скоростью около 110 км в секунду. Через 4,5 миллиарда лет произойдет столкновение. Два гигантских звездных острова начнут долгий танец слияния, который продлится еще несколько миллиардов лет. Для любой жизни, которая к тому времени будет существовать в обеих галактиках, это станет эпохой повышенной опасности. Но нам это не грозит. К тому моменту Солнце уже превратится в красного гиганта и поглотит Землю. Или, по крайней мере, сделает ее непригодной для жизни. Это случится раньше, примерно через миллиард лет. Однако другие галактики уже проходят через этот процесс. Мы видим их в телескопы, искореженные гравитационным танцем с длинными приливными хвостами из выброшенных звезд. И мы понимаем, что любая жизнь, которая могла бы там развиться, сейчас переживает не лучшие времена. Есть еще один тип космической катастрофы, о котором стоит поговорить. Квазары. В центрах большинства крупных галактик находятся сверхмассивные черные дыры. Миллионы и миллиарды солнечных масс, сконцентрированные в объеме, сравнимом с Солнечной системой. Обычно они относительно спокойны, материя вокруг них уже поглощена, и новой поступает мало. Но когда газ или звезды падают в черную дыру, происходит нечто невероятное. Материя разгоняется до околосветовых скоростей, трение нагревает ее до миллионов градусов. Формируется аккреционный диск. Структура настолько яркая, что может затмить всю остальную галактику. Это и есть квазар. Первые квазары были открыты в 1963 году. Их приняли за странные звезды, отсюда название, сокращение от квазизвездный радиоисточник. Только потом стало понятно, что это объекты в миллиардах световых лет от нас. И их невероятная яркость объясняется не близостью, а чудовищной мощностью. Типичный квазар излучает энергию, эквивалентную триллионам Солнц. И значительная часть этой энергии – жесткое ультрафиолетовое и рентгеновское излучение. Любая планета в центральной части галактики с активным квазаром будет подвергаться постоянной бомбардировке. Атмосфера будет сдуваться солнечным ветром на стероидах. Молекулы, необходимые для жизни, будут распадаться под действием излучения.
Хорошая новость в том, что квазары были более распространены в ранней Вселенной, когда галактики были молодыми и богатыми газом. Сегодня большинство сверхмассивных черных дыр уснули. Плохая новость – уснули не значит мертвы навсегда. Любое возмущение, столкновение галактик, например, может разбудить спящего монстра. Но давайте поговорим о чем-то еще более экстремальном, о том, что происходит при слиянии сверхмассивных черных дыр. Когда две галактики сталкиваются, их центральные черные дыры в конечном итоге тоже сближаются. Этот процесс занимает сотни миллионов лет. Черные дыры кружатся вокруг общего центра масс, постепенно теряя энергию на гравитационные волны. И в какой-то момент они сливаются. 14 сентября 2015 года детекторы LIGO впервые зарегистрировали гравитационные волны. Рябь в ткани пространства-времени. Источником было слияние двух черных дыр звездной массы примерно 30, 6 и 29 солнечных масс соответственно. Событие произошло примерно в миллиарде световых лет от Земли. За долю секунды, последнее мгновение слияния, было излучено энергии больше, чем все звезды наблюдаемой Вселенной излучают за то же время. Не в виде света или радиоволн, в виде гравитационных волн, деформаций самого пространства. Когда эти волны прошли через Землю, они буквально растянули и сжали нашу планету на величину, меньшую диаметра атомного ядра. Но они это сделали. Само пространство изменило свою геометрию. Теперь представьте слияние не звездных черных дыр, а сверхмассивных. Миллиарды солнечных масс с каждой стороны. Энергия, которая при этом высвобождается, не поддается осмыслению. Гравитационные волны от таких событий могут быть настолько мощными, что буквально выбрасывают звезды из галактики, как камни из пращи. Мы уже наблюдаем такие выброшенные звезды. Гиперскоростные звезды, движущиеся со скоростью в 1000 км в секунду, покидающие свои родные галактики навсегда. Некоторые из них могут нести с собой планетные системы. Представьте цивилизацию, которая однажды обнаруживает, что ее звезда начала ускоряться. Что галактика, которую они считали домом, уменьшается и удаляется. Что впереди только бесконечная пустота межгалактического пространства. Это не фантастика. Это физика. Есть еще кое-что. Блазеры. Когда джеты, струи материи, выбрасываемые из полюсов активной черной дыры, направлены точно на нас, мы видим особый тип объекта. Блазер. Он выглядит как точечный источник невероятной интенсивности, потому что мы смотрим прямо в дуло космического орудия. Блазеры выбрасывают частицы, разогнанные до энергии, недостижимых ни в одном земном ускорителе. Когда эти частицы врезаются в атмосферу планеты, они порождают каскады вторичного излучения. Для любого биологического организма это означает повреждение ДНК, мутации, гибель. К счастью, ближайший известный блазар находится достаточно далеко. Но достаточно далеко. Понятие относительное. Маркарян 421, один из ближайших, находится примерно в 400 миллионах световых лет. Это кажется безопасным расстоянием. Но мы не знаем всех блазаров. Мы видим только те, чьи джеты направлены в нашу сторону. Сколько еще скрыто от нашего взгляда? Теперь давайте поговорим о чем-то менее очевидном, но не менее важном. О космических лучах. Космические лучи – это не лучи в привычном смысле. Это потоки частиц высокой энергии, протонов, ядер гелия, более тяжелых ионов. Они летят через галактику со скоростями, близкими к скорости света. Их источники – сверхновые, пульсары, активные ядра галактик. Когда космический луч попадает в атмосферу, он сталкивается с молекулами воздуха и порождает ливень вторичных частиц. Большинство из них поглощается атмосферой, но некоторые достигают поверхности. И на протяжении всей истории жизни на Земле эти частицы вносили свой вклад в мутагенез – случайные изменения генетического кода. С одной стороны, это двигатель эволюции. Мутации создают разнообразие, на которое действует естественный отбор. С другой стороны, большинство мутаций вредны. Слишком высокий уровень космических лучей – это слишком много повреждений, с которыми организмы не справляются. Интенсивность космических лучей зависит от многих факторов. Активность Солнца создает защитный барьер – гелиосферу, который отклоняет часть галактических космических лучей. Магнитное поле Земли добавляет еще один уровень защиты. Атмосфера служит последним щитом. Но что, если планета не имеет магнитного поля? Что, если ее атмосфера тонкая? Что, если ее звезда менее активна и не создает достаточно мощной гелиосферы? Такая планета будет подвергаться гораздо более интенсивной бомбардировке. И жизнь на ней
если она вообще возникнет, будет постоянно находиться под давлением. Марс – наглядный пример. У него нет глобального магнитного поля, его атмосфера в 100 раз разреженнее земной. Уровень радиации на поверхности Марса примерно в 200 раз выше, чем на поверхности Земли. Любой незащищенный организм получит смертельную дозу за несколько месяцев. И это в нашей собственной Солнечной системе. В относительно спокойном уголке относительно спокойной галактики. Представьте планету в галактике, которая переживает вспышку звездообразования. Тысячи массивных звезд рождаются, быстро умирают, взрываются. Космические лучи заполняют все пространство. Уровень радиации может быть в 1000 раз выше нормы. Может ли там возникнуть жизнь? Теоретически, возможно. Может ли она развиться во что-то сложное? Крайне маловероятно. Но есть еще один фактор, о котором редко говорят. Темная материя. Мы до сих пор не знаем, что такое темная материя. Мы знаем только, что она существует, потому что видим ее гравитационное влияние. Галактики вращаются так, будто содержат в 5-6 раз больше массы, чем мы можем наблюдать. Это невидимая масса – темная материя. Одна из гипотез предполагает, что темная материя состоит из так называемых WIMPs – слабо взаимодействующих массивных частиц. Если это так, то эти частицы постоянно проходят через Землю и через нас. Миллиарды частиц каждую секунду. Мы их не замечаем, потому что они почти не взаимодействуют с обычной материей. Но «почти» – ключевое слово. Очень редко WIMP может столкнуться с ядром атома. При этом выделяется энергия. Если такое столкновение происходит внутри клетки, оно может повредить ДНК, как и космический луч. Более того, есть гипотеза, что темная материя может накапливаться в центрах планет и аннигилировать там, выделяя тепло. Если плотность темной материи достаточно высока, а она может быть очень высокой в центрах галактик, это тепло может влиять на геологию планет. Может вызывать усиленный вулканизм, может менять условия на поверхности. Мы не знаем этого наверняка. Темная материя остается загадкой. Но сама возможность того, что невидимая субстанция, пронизывающая всю Вселенную, может влиять на шансы жизни, эта возможность заставляет задуматься о том, как много мы еще не понимаем. И, наконец, давайте поговорим о самом долгосрочном факторе – о тепловой смерти Вселенной. Вселенная расширяется. Это расширение ускоряется под действием темной энергии, еще одной загадки, которую мы не понимаем. И если это ускорение продолжится, то в далеком будущем, через триллионы и квадриллионы лет, Вселенная станет холодной, пустой и мертвой. Звезды выгорят. Галактики разлетятся так далеко друг от друга, что свет из одной никогда не достигнет другой. Даже черные дыры в конечном итоге испарятся через излучение Хокинга – процесс, который займет время, записываемое числом с сотней нулей. В такой Вселенной жизнь невозможна. Не просто маловероятно, физически невозможно. Не останется источников энергии, способных поддерживать сложные структуры. Не останется градиентов температуры, которые могли бы совершать работу. Вселенная достигнет состояния максимальной энтропии, термодинамического равновесия, и застынет в этом состоянии навечно. Это не катастрофа в обычном смысле. Это не взрыв и не столкновение, это медленное неумолимое угасание. Вселенная не умрет в огне, она умрет от холода. И это ставит перед нами странный вопрос. Если жизнь где-то существует, здесь или за пределами нашей галактики, что с ней станется в конечном итоге? Может ли разум пережить тепловую смерть Вселенной? Может ли цивилизация найти способ существовать в условиях, где не остается ничего? Физик Фриман Дайсон предположил, что разумные существа могли бы адаптироваться, замедляя свои процессы по мере охлаждения Вселенной. Думать медленнее, но дольше. Растягивать свое субъективное время на эоны. Но даже эта стратегия имеет пределы. Квантовая механика устанавливает минимальное количество энергии, необходимое для любого вычисления. И когда энергия иссякнет окончательно, любая мысль станет невозможной. Это финальный вердикт. Не сейчас, не скоро, но неизбежно. И на фоне этой неизбежности все космические катастрофы, о которых мы говорили, сверхновые, гамма-всплески, квазары, столкновения галактик, кажутся лишь мелкими неприятностями. Локальными возмущениями на пути к глобальному финалу. Но именно эти мелкие неприятности определяют, может ли жизнь вообще появиться и развиться до того момента, когда ей придется столкнуться с большими вопросами. Именно эти катаклизмы прореживают ряды потенциальных обитаемых миров, оставляя лишь те немногие, которым повезло оказаться в нужном месте в нужное время. И мы – одни из таких счастливчиков. По крайней мере, пока. По крайней мере,
на данный момент. Но гарантий нет. Прямо сейчас, где-то в глубинах космоса, может формироваться гамма-всплеск, чей луч направлен в нашу сторону. Мы не узнаем об этом заранее. Мы узнаем только, когда он доберется до нас. Или не узнаем вовсе. Это не повод для паники. Это повод для смирения. Мы существуем не благодаря собственным заслугам. Мы существуем благодаря удачному стечению обстоятельств. И эти обстоятельства могут измениться в любой момент. Космос не враг. Но он и не друг. Он просто есть. Огромный, древний, безразличный. И в этом безразличии своя красота. Красота честности. Вселенная не обещает нам ничего. Она не обязана быть уютной или безопасной. Она просто существует по своим законам. И если где-то там, за пределами Млечного Пути, есть другие формы жизни, они сталкиваются с теми же законами, теми же опасностями, теми же шансами и теми же рисками. Может быть, именно поэтому мы не слышим их сигналов. Не потому что их нет, а потому что космос – жестокий экзаменатор, и большинство учеников не сдают экзамен. Мы еще не знаем, сдали ли мы